Здравствуйте! Меня зовут Карина. Сегодня мы с вами разберем фразы, которые помогут вам ориентироваться в городе, подскажут дорогу и помогут добраться туда, куда хотите. Начнем со слова, которое, я надеюсь, вы хорошо помните. Где? Где музей? Где ресторан? Это самый базовый и простой способ узнать, что где находится. Также вы можете использовать вопрос «Как добраться до?», «Как добраться до?», «Как добраться до метро?», «Как добраться до центра?». Задать вопрос – это только половина дела. Теперь важно понять, что вам отвечают. Для этого выучим слова направления движения. Это право, лево, вперед, назад. На ваш вопрос «Где находятся?» вам ответят «Идите прямо». Глагол «идти» – «идите прямо». «Идите обратно» – этот вариант означает идти назад, возвращаться. Также вам могут сказать «поверните направо». Глагол «поворачивать». Поверните направо, поверните налево. Право направо, лево налево. Например, на ваш вопрос, где находится ближайшая станция метро, вам отвечают: идите прямо, затем на перекрестке поверните направо, и вы увидите вход в метро. Новые слова сейчас разберем. Перекресток, перекресток, место пересечения дорог. Увидите. От глагола «видеть» вы увидите. Вход в метро, вход. Заодно обратите внимание на слово «выход». Очень похожее по звучанию и написанию на «вход», но означает противоположное. Вход, выход. Как вы можете заметить, выход длиннее на одну букву «ы», выход. Для ориентации в городе вам также понадобятся слова улица, проспект, площадь, район. Улица, улица Пушкина. Проспект, проспект Свободы. Площадь, Красная площадь. Район, Тверской район. Если случилась неприятная ситуация, и вы не знаете, где находитесь, скажите: «Я заблудился», «заблудился». И спросите: «Где я?» или «Как добраться до?». Когда вам подсказывают дорогу, не лишним будет узнать, далеко ли это находится. Для этого задайте вопрос: «Это далеко?» «Это далеко?» Антоним к слову «далеко» – «близко». Близко. Это далеко? Нет, это близко. Помните, в русском языке мы задаем вопрос с помощью интонации. Если что-то находится близко, то вам, скорее всего, посоветуют добраться туда пешком. Пешком. Если же расстояние большое, вам посоветуют воспользоваться транспортом. Основными видами транспорта являются автобус, автобус, трамвай, трамвай, троллейбус, троллейбус, метро, метро и такси, такси. Теперь давайте представим ситуацию. Вы оказались в незнакомой части города и хотите вернуться в свой отель. Сначала поздоровайтесь, извините за беспокойство и попросите показать дорогу. Например: «Здравствуйте, извините за беспокойство, но я потерялся. Подскажите, где я или где находится отель Москва?» Если собеседник не знает, он ответит: «Я не знаю». Или задаст уточняющий вопрос: «На какой улице находится отель? В каком районе?» Скажите или покажите адрес отеля и узнайте, как мне добраться. Вам могут посоветовать, например: «Сядьте на автобус» или «Пройдите к метро».
Ваша остановка называется. Вы можете поинтересоваться, это далеко? Ответ может звучать так. Нет, это недалеко. Около 15 минут автобусом. 3 остановки. Надеюсь, теперь вы будете увереннее чувствовать себя в незнакомом городе. А чтобы закрепить фразы и выучить новые выражения, заходите на наш сайт www.learnwithgirls.com. Вам там всегда рады. До встречи!